Привет! Наверное, сейчас никого не удивишь тем, что за границей можно встретить советские автомобили. Особенно в странах бывшего советского лагеря. Но вы, наверное, удивитесь, когда посмотрите этот ролик и узнаете, что советские «Лады» активно продавались в Северной Америке, а именно в Канаде, где преимущественно любят большие и очень большие автомобили. Узнаем, насколько успешно наши машины там продавались, почему со временем продажи прекратились и можно ли купить «Ладу» там сейчас. Итак, в 1977 году был подписан пятилетний контракт на импорт автомобилей «Лада» в Канаду. В мае 1978 года за океан была отправлена первая партия канадской шестерки ВАЗ-21061-37. Но наши автомобили должны были соответствовать действующим на то время канадским нормам и правилам безопасности и были доработаны. Версия автомобиля для Северной Америки отличалась массивными энергопоглощающими бамперами со встроенной сигнальной оптикой, немного походившими на бампера Нивы. Подфарники сделали целиком оранжевыми, а указатели поворота задних фонарей красными. В катафоты на задних крыльях воткнули специальные лампочки вместе с указателями поворота на передних крыльях. Они выполняли функции боковых габаритных огней при включении ближнего света. В салоне тоже были изменения. Появилось табло-напоминалка о непристегнутых ремнях безопасности. С ним совместили световое табло Check Engine. Машины оборудовали системой снижения токсичности. Также в шестерке изменили тормоза, которые позже стали ставить и на отечественные «Жигули». Из дополнительных опций можно было заказать кожаную оплетку для руля, деревянную или обтянутую кожей ручку коробки передач, AM/FM радио, естественно, с американским FM-диапазоном, литые диски и коврики. А в последние годы устанавливали современные аудиосистемы с CD-проигрывателем и 6 динамиками. В крышу иногда врезали люк. В общем, интерьер канадской машины отличался от машин для отечественного покупателя не так уж и сильно, но заметно лучше в качественную сторону. Канадский ВАЗ-21061-37 сегодня представляет собой весьма высокую ценность среди коллекционеров и просто любителей классических автомобилей ВАЗ, как самый редкий автомобиль из всей линейки ВАЗ-2106. В рамках канадской рекламной кампании особо выделялась толщина металла у кузова советского автомобиля и говорилось о его высоких антикоррозийных свойствах, а также проходимость и общая надежность авто. Завод давал на машину гарантию 12 месяцев или 20 тысяч километров. Ну и, конечно, цена была очень привлекательной для канадского покупателя. В иностранной прессе по этому поводу писали, что Советы продают автомобили ниже цены и, соответственно, устроили грандиозную автомобильную демпинговую кампанию в Канаде. Советский Союз действительно нуждался в валюте, и демпинг был единственным способом добиться высоких продаж на новом рынке с огромной конкуренцией. Ну а кто был покупателем? В основном, как говорят, студенты и охотники-рыболовы. Автомобили в Канаду и СССР доставляли кораблями через океан. Грузовые суда приходили в порт Дартмут в Новой Скотии, там их разгружали, а оттуда автомобили развозили по дилерским центрам компании Lada Cars of Canada. Первый год удалось продать около 1000 автомобилей. В 1979 году уже было продано 5649 автомобилей, а к 1981 году продажи возросли до 12 900 штук. Продажи были признаны весьма успешными, а сами канадцы довольно охотно покупали невиданные ранее советские авто. Кроме шестерки и Нивы, канадцы покупали модели 2104 Сайнет, 2105-2107 Рива и, наконец, переднеприводные 2108-2109 Самара. Легковые «Лады» оказались менее популярны, чем проходимые Нива, а их владельцы уже всерьез морщились от неудобных сидений и скрипящего пластика. Но тем не менее, таким дешевым машинкам прощалось много, и эксплуатировались они до полного износа. Из-за войны в Афганистане у владельцев «Лады» иногда случались проблемы. Некоторых отказывались заправлять на бензоколонках, а один канадский бизнесмен даже запретил парковать советские автомобили на парковке перед офисом компании. Продажи в Канаде закончились через 20 лет. В 1997 году продажи свернули. Тогда эти машины по меркам канадцев уже устарели и поэтому не представляли большого интереса. Кроме того, после распада Советского Союза разрушилась система автоэкспорта, через которую автомобили поставлялись за океан. В настоящий момент, по данным статистики Министерства транспорта Канады, среди авто, чей возраст составляет от 10 до 15 лет, лишь 5% автомобилей «Лада» в Канаде находятся на ходу. Увы. Ну а из тех, что на ходу, почем сейчас продаются наши машинки? Давайте взглянем на несколько заморских интернет-площадок. Выбор совсем небольшой, но он есть. Также и с запчастями есть выбор. Помните, в одной из серий «Убойной силы» Вася Рогов вез карбюратор для «Волги» из Америки. Ну так это и не шутка совсем. Например, если прогуляться по пригороду Майами во Флориде, то можно найти магазин запчастей к советским авто.
Надо сказать, что запчасти пользуются спросом. Многие покупатели приезжают затариться из Кубы, которая находится совсем недалеко. А мы с вами знаем, что на Кубе своеобразная система продажи автомобилей, и новое авто купить там нереально. Поэтому старые автомобили эксплуатируются по полной программе. А парк советских «Жигулей» на Кубе до сих пор весьма внушителен. Такие вот пироги. Так что если будете в Канаде, то не удивляйтесь проезжающей мимо шестерки «Жигулей». Или удивляйтесь, это тоже хорошо. Спасибо за просмотр, оставайтесь с Техноенотом, узнаем еще что-нибудь интересненькое. Пока!